Всем привет! Вы на канале Alten Games. Сегодня будем играть в Tower Defense Архив. В игре недавно вышло обновление. И у нас добавили две новые башни. Это военная база и круг-босс. Я в самом начале построил военную базу. И как вы видите, она и выглядит по-другому, не так, как в текущей версии Tower Defense симулятора. И вызывает совсем другие войска. С самого начала она призывает бойца на мотоцикле. Выглядит он очень прикольно. Вспоминается немного фильм «Терминатор 2». Если бы ему еще дробовик в руки дали этому бойцу, то было бы точно как в «Терминатор 2». После улучшения военной базы у нас он начинает вызывать автомобили, грузовики. В принципе, все так же, как и в текущей версии. То есть у нас в текущей версии также призывается грузовик. Ребята, с которыми мы играем, делают начальную защиту. А я хочу показать полностью все варианты апгрейда военной базы. Также здесь мы сможем с вами увидеть башню круг-босс. Я думаю, более детально мы с вами рассмотрим ее в каком-то другом видео, когда я ее также получу. После очередного улучшения военной базы у нас у машины стало больше единиц здоровья. Выглядят модели башен в этой игре очень интересно, так как я лично не играл в то время, когда были такие модели, то наблюдать за этим очень интересно. Интересно узнать, какая игра, как она выглядела тогда, когда было там пару лет назад. Грузовик хоть и обладает достаточным запасом здоровья, но в одиночку он не очень эффективен против зомби, так как у них также много единиц здоровья. А вот круг-боссы выглядят хорошо. Они в руках держат мини-узи и обстреливают всех проходящих мимо зомби. Я на данный момент накапливаю золото для того, чтобы произвести улучшение базы дальше. Вот, наконец-то я накопил достаточно денег и произвел улучшение. И как вы видите, теперь у нас на этом автомобиле, на этом грузовике появился воин с миниганом, установленным на этот автомобиль. То есть теперь он не только давит противников, наезжая на них, но также и стреляет из минигана, который установлен на данном автомобиле. В принципе, это напоминает нам текущую версию игры, в которой у нас есть также грузовик, но там у нас установлен крупнокалиберный пулемет. Дальше я буду копить
средства. Больше ничего не буду ставить для того, чтобы как можно быстрее улучшить данную башню. Если бы у меня была ферма, это было бы побыстрее. Также мы видим, что один из союзников, у которого есть круг-босс, продолжает их улучшать. И на каком-то уровне улучшения уже выходят его приспешники, помощники данного круг-босса. Первый его помощник выглядит довольно-таки интересно, такой как преступник, сбежавший из тюрьмы в полосатой робе и также с автоматом в руках. Как вы видите, этот помощник стреляет достаточно близко. Поэтому расстояние здесь не очень большое между этим помощником и монстрами, в которых он стреляет. Но в любом случае этот помощник помогает и уроном, и также своими жизнями. Военная база, как вы видите, выглядит как отдельно стоящее здание и автомобиль с крупнокалиберным пулеметом. После улучшения у нас военная база превращается в такой ангар. И, естественно, у нас автомобили заменят уже теперь танки. Итак, вот выехал первый танк. Выглядит он совершенно по-другому. У него также есть выстрелы из башни. Напишите, понравился ли вам танк в этой версии игры. А наш союзник продолжает улучшать круг боссов. И как вы видите, он уже вызвал другого помощника. Этот помощник одет уже в деловой костюм. И в руках он держит автомат Калашникова. Посмотрим, насколько этот помощник круг босса эффективен. Как мне кажется, этот помощник круг босса с автоматом Калашникова стреляет на более дальнее расстояние и наверняка наносит больше урона. А я теперь продолжу накапливать деньги для того, чтобы произвести очередное улучшение, так как оно очень дорогое. Невидимые боссы здесь довольно-таки проблематичные. Особенно если они выходят не по одному, а допустим двое либо трое. Такое тоже бывает.
Танк, когда врезается, также наносится взрыв. Взрывной урон задевает, как я понимаю, сразу несколько монстров. Это похоже на то, что у нас происходит в игре в актуальной версии. Вот, кстати, уже пошли 2 хайден босса. А бывает так, что их выходит сразу 3. Интересная особенность командира в этой игре является то, что они могут улучшать баф друг друга. К примеру, если будет 2 командира, то если вы их используете вместе, они улучшат баф 1-1. То есть будет работать сразу и баф первого, и баф второго одновременно. Как вы видите, карта выполнена у нас очень интересно. Здесь стоят разные дома, находятся на этой карте. Выглядит довольно-таки интересно. Осталось совсем немного накопить денег для того, чтобы произвести максимальное улучшение военной базы. Вот мы и накопили на максимальное улучшение военной базы. Как вы видите, выглядит она такое, как светящееся здание из будущего. Также рядом стоит такой светящийся танк. Это выехала старая модель танка. Ожидаем, когда выйдет новая. Итак, вы видите новую модель танка. Выглядит она очень прикольно. Совершенно не так, как в актуальной версии игры. И как вы видите, у нее стреляют пулеметы по бокам. И я так и не успел посмотреть, делает ли она выстрел из главного калибра. Главное, что мы успели улучшить главную эту базу военную и посмотреть, как она выглядит. И как выглядят танки, которые выезжают, когда мы ее улучшили до необходимого уровня. И тут, как я вам и говорил, вышла волна с множеством хайден боссов. И, к сожалению, мы не успели их всех уничтожить. На этом наша игра закончилась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.